Здравствуйте. Здравствуйте. Кузнецовская. Да, все верно. Что это у вас iPhone? Какой? 12-й, 13-й? 12-й. 12-й. И как вам вообще? Давно приобрели? Вообще, это я его не приобретал, это... Я не знаю, интересно вам это или нет, я не особо пользовался айфонами. У жены айфон, она ими пользуется. Я и меняю периодически. Вот. И старые айфоны, как правило, уходили детям. А сейчас старый iPhone ушел мне. У нее сейчас 14-й, а у меня, соответственно, 12-й. Вы забираете старый iPhone у своей жены? Я забираю старый iPhone у своей жены. Но мне реально, я не знаю, то есть, я понимаю, что там какой-то прогресс идет, да, каким-то образом. Но, само собой. Да. У меня, соответственно, он пока не идет, видимо, стоит на месте. Ладно, я вас понял. Ваше дело, ваш выбор, собственно. Ну да, согласен. Тут такое дело вообще. Я много чем занимаюсь сейчас по жизни. Кто есть по жизни сам? Ты вот кто есть по жизни? Особенно из кучи слов вот этих модных. Да, вы молодец, что? Отлично. Нет, и вы молодец. Я это должен сказать в итоге. Само собой. Я такие молодец. дела делаю в столько-то лет. Само собой, я молодец. Как же иначе? Согласен. Так, в общем, я вам предлагаю, если вы, наверное, не хотите сгонять постоянно старыми айфонами от жены, правильно я понимаю? В общем, мы... Я ничего не сказал по этому поводу, допустим. Вот, есть вариант сейчас, вот, допустим, самой новейшей модели, вот такой вот 15 Pro Max, 256 гигабайт. Тут цена 200 тысяч. Вот. Я могу вам его продать немного подешевле, с пресс-релиза. Мы закупаем в долларах, перевозим сюда, меняем валюту и, собственно, продаем с небольшой наценкой, но не такой, какая на рынке в текущем на России. Вот. Поэтому я вам предлагаю сделать небольшую предоплату, буквально процентов 30 от цены, скажем, это будет где-то долларов 800, того плюс-минус 80 тысяч. Мы сейчас договариваемся, я вам оставляю свои контакты, и у вас новенький, замечательный телефон будет через недельки-две. Можете подарить жене, не знаю, забрать у нее старый, может быть, как это вы обычно делаете. В общем, тут смотрите уже сами. Спасибо большое за предложение. У меня другой вопрос. То есть вам кажется, что, во-первых, отлично, что вам кажется, что таксисты просто как только выходит новый iPhone, сразу его покупают. Благодарю. Таксисты мы обычно такие парни. А как же там, это просто для души, у меня там свое бизнес, дело. Да. Конечно. Я вот не такой, у меня тут и для души, и для работы. И еще такой момент в плане... Что в плане-то? В плане непосредственно необходимости этого iPhone. Вот я на самом деле в нем необходимости особо не вижу в последнем. То есть, понтоваться мне уже не перед кем, скажем так. Я уже женился, да, девочек я там малолетних этим айфоном не склею особо, да. В моей тусовке, с которыми я общаюсь с людьми, что у меня будет 12-й, что 15-й, что хоть 800-й iPhone, они меня как воспринимали, вот таким, какой я есть, так и будут воспринимать. Скажем так, я, прошу прощения, может, за резкость, прибор у меня работает и лучше не будет, если у меня в кармане будет лежать iPhone 15 и там далее, какой 16 уже, я что-то запутался. То есть, я не вижу, то есть, что, нафига он мне? Эффект вау от покупки этого айфона, а он, несомненно, будет, да, то есть вот я его подержу в руках, там 2-3 часа, эффект вау пройдет, и потом я останусь один наедине с этим айфоном и стоимостью, я вас понял, сколько там, хорошо. Тысяч, я даже не запоминал, короче, да. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я вас услышал, хорошо, да. Тогда, раз вам он не нужен, я понял, там всякие приборы, маленькие девочки, все окей, а вашей жене
Моя жена только получила, ну, мне кажется, что айфоны, мы меняем жене айфоны раз в 2 года, а не каждый год. Просто каждый год, мне кажется, это too much. А когда у вас будет еще такая возможность? Ну, типа, Какая? купить по дешевой цене оригинальный, без всяких подстав, с Европы, а не какие-то там чушки, которые в России все это продают. А у меня вопрос, типа, я вот вам даю 80 тысяч, а какие-то гарантии-то есть, кроме честного пионерского? Конечно, мы составим с вами договор. Составите со мной договор? Да. Ну, он, правда, будет в электронном формате, потому что, ну, кто сейчас бумагой пользуется, ну, сами понимаете. Зайдем на сайтик, там можете пробежаться глазками быстренько. Главное, что у меня глазки не разбежались потом в разные стороны. Да все будет хорошо, я 1000 раз уже так делал. Да ты успокойся, я тебе говорю. Вы знаете, я вот даже так могу сказать, что, ну, я думаю, что жена у меня тоже расстроится, точнее, не расстроится, если она в этом году не получит себе прям новый iPhone. Я больше скажу, если я ей принесу этот новый iPhone, она скажет, типа, ну, типа, спасибо, да, но а чё мне старый? У меня и старый был вроде нормальный. Ну, как старый, он вообще не старый еще, прошло 12 месяцев всего. А я смотрю, вы так отговорки и умеете придумывать прям Да вот за себя, да, и особенно за других людей. Нет, почему вы вообще решаете за кого-то? Ваша жена, ответственная взрослая женщина, правильно? Спокойно. Как вас зовут? Даниил. А я Евгений. Так, а к чему это было? Просто, чтобы обращаться было удобнее. Так вот, Даниил, есть один момент, очень важный. Вот запомните его сейчас, прям вот зафиксируйте. Допустим. Объясню, почему я говорю за свою жену. Знаете почему? Потому что денег на этот iPhone дам ей я. Чувствуете? А вас я плачу. Взыграло то, что это я плачу, я ее содержу, да, поэтому я все за нее решаю, она вообще не человек. Я не все за нее решаю, но покупку телефона за 200 тысяч я регулирую, да, потому что я наверху бюджетной цепочки в нашей семье, понимаете? Вот в чем вопрос, потому что я эти бабки зарабатываю, в том числе я зарабатываю их в данный момент. Везу вас с одной точки в другую точку, понимаете? Терпеть не могу, когда люди, особенно вот такой работы, начинают так выпендриваться. Давайте просто возьмем, дайте ее номер, я сейчас ей позвоню и сам у нее спрошу. Ну, ее мнение, а не ваше. Номер моей жены? Да, что? Вот это кто это стоит? Вот этот кто это такой? Без штанов тут стоит. Спросим напрямую у человека, хочет ли она себе новый, совершенно самый лучший телефон. Но... Из первых. Прикольно у вас. Вы так с телочками знакомитесь, нет? Да не бойтесь, я не склею вашу жену. Хотя, конечно, были такие случаи, но это так, я вам по секрету. Я сейчас занимаюсь только бизнесом. У меня есть охуенная телка, у нас с ней все супер. Поэтому сейчас меня интересуют только сети. Оно и так развивается. Вот я предложил вам, вы мне предложили еще кого-то. Я вот позвонил вашей жене, она рассказала подругам. И сеточка уже расходится на людей. Даниил, боюсь, сеточка моей жены не для вас, без обид. Нет, честно. Боже мой. Я реально боюсь, что вы ее уведете, поэтому давайте как-то без ее, я могу. без ее телефона. Согласен. Да, вы можете, прям вы же, да, можете. И, кстати, забыл сказать комплимент вашему телефону. У вас прям крутой телефон. Чувствую сарказм в вашем голосе. У меня они валяются по всему дому. Ну, кому? И вы просто первый попавшийся. Да, первый попавшийся взял и пошел. Я понял, я понял. Что ж, вы уверены, что не хотите приобретать и упускать такую единственную возможность в вашей жизни? Ну, серьезно. Я столько возможностей в своей жизни упустил, что одной больше, одной меньше. Я думаю, что все будет хорошо. И телефон моей жены, к сожалению, вам тоже сегодня не обломится. Так что... Вот именно поэтому вы сидите за рулем такси, а я иду на бизнес-встречу. Хорошо. Аккуратно. Не уроните телефон, а то ему не дожить будет до вечера. Счастливо. Сука, вы видели, с каким он телефоном? Чё ты как лох с 12-м? Покупай 15-й, давай 80 косарей, я все решу. Да ладно, не кипишуй, да ладно, я все решу. Дай телефон жены, я там других телочек посмотрю. Чё за пи***ц вообще такой? Хера себе новый уровень камевояжерства. Вы чувствуете, как от чувака пахнет деньгами?
Невероятно. Телефон, конечно, вот сразу, да, видно продавец айфонов. Вот сразу видно. Вот видно, что человек просто следит, вот как последний выходит, он сразу берет самый первый, идет и вот с первым, типа винтаж, наверное, Надо было дать чуваку 80 косарей, да, подождать результата. Я думаю, что он бы не заставил себя долго ждать. Все-таки выглядит он, сразу видно по человеку, что он занимается. Вот видно стиль Илона Маска, Стива Джобса. Простая футболка, простой телефон, ультрапростой телефон. Ультрапростой телефон 2006 года. Или какого-то года, 6-7. Да. Не перестаю удивляться тому, что выгляжу я хорошо, видимо, и мне пытаются замотать прям все, что угодно в этой машине. Может, мне попроще как-то выглядеть, друзья мои, может, мне как-то побомжовей чуть-чуть, подванивать слегонцушки, драные футболочки какие-то. А, еще телефон моей жены хотел. Вот бы она. Да, если бы он еще подклеиться к ней пытался. Не видел ты моей жены, продавец айфонов. Думаю, ты бы ее не потянул. Угу. На бокс пошла. Боксом занимается. Раздает всем направо и налево. Думаю, что этого амбала она бы уложила на подлете со своим подкатом вместе с 18-м айфоном. Да. Ну, возможно, и нет. Может быть, он бы и приглянулся ей. Да. Жена, если ты смотришь сейчас этот ролик, что вряд ли, ну вдруг. Че, может, поменяем одного 43-летнего на 23-летнего пацана, перспективного, который тебе подарит 15-й iPhone. Не хуй подарит, продаст 15-й iPhone. Пойду работать, хуй надо зарабатывать, а то хожу как лох с 12-м. Даже противно, фу. Выбросьте на. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.